Bence sen ne kim olduğunu ne de gerçekten ne istediğini biliyorsun. Bunu kimin yaptığını söyleyeceğim. Söylemeyeceğim! Kimsizin gelininiz ana? Ben seni isteyen de deli kız. Öbüründen nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Sen Gömer o kızı. Serhat nerede biliyor musun? Düğüne gittiler. Düğüne mi? He. Parasını da aldı gitti. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Разладятся ли отношения Мелек и Серхата после того, как Серхат сказал Йылдыз не уезжать? Почему Ашир скрывает от своего отца, Зияна Аги, что Серхат – причина ее вины? Султан Ханем хочет взять Йылдыз в жены, и попросит ли она Йылдыз помочь ей избавиться от Мелек? Что скажет Йылдыз, когда попросит Акифа отослать Мелек? Что скажет Серхат, когда Мелек скажет Серхату, что Йылдыз хочет Серхата? Убьют ли они Мелек, чтобы избавиться от Мелек? Что сделает Мелек, узнав, что Серхат был на свадьбе с Йылдыз? Почему Зияна Ага приказывает им напасть на свадьбу и убить всех? Погибнут ли Йылдыз и Серхат в этом нападении? Начал ли Серхат влюбляться в Йылдыз? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Серхат остался с Мелек, но также помог Йылдыз учиться не как жена, а как семья, и чтобы Мелек и Йылдыз раскрылись как брат и сестра, и чтобы все разрешилось без серьезных проблем, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу. Приятного просмотра! В 5-й серии «Халев. Зов корней» весь баланс истории снова пошатнется. Это новая глава, начинающаяся с того, что Серхат просит Йылдыз не уходить, ознаменует начало не только эмоционального конфликта, но и борьбы между совестью и моралью. Хотя Серхат пытается сохранить верность Мелек, он осознает, что сострадание, которое он испытывает к Йылдыз, перешло все границы. Это осознание вызовет смятение в его сердце, потому что за состраданием к Йылдыз скрывается неиссякаемое чувство ответственности. Мелек воспримет эту ситуацию не как признак слабости, а как начало предательства. По мере того, как в его сердце нарастает обида, он будет искать убежище в молчании, но молчание не станет его защитой, оно станет предвестником его внутреннего взрыва. Серхат столкнется со своей совестью, столкнувшись с тяжестью разрушенного доверия, которое он видит в глазах Мелек, но не сможет подавить сострадание к Йылдыз. Таким образом, обе женщины заполнят еще одну пустоту в его сердце, заставив Серхата искать свой собственный путь. Затем, что Ашир скрывает правду от своего отца, Зияна Аги, кроются могущественные мотивы. Не желая показаться слабаком в глазах Зияна Аги, Ашир исказит правду, чтобы занять более справедливое положение. Настроив против себя Серхата, он попытается одновременно сохранить расположение отца и тайно расширить собственную власть. Это побудит Ашира затеять двойную игру против Серхата и Зияна Аги. Когда придет время, он перевернет все с ног на голову и нарушит равновесие, заявив: «Он даже использовал моего брата, чтобы занять мое место». Последствия этой лжи будут ощущаться не только в особняке, но и по всему Йылдорану. Тем временем Султан Ханем ищет убежище у Йылдыз, чтобы вернуть сердце сына. Она будет убеждена, что единственный способ избавиться от Мелек – это сотрудничать с Йылдыз. «Если я хочу избавиться от Мелек, я должна сделать это вместе с тобой», – скажет она, тем самым наделив Йылдыз неожиданной властью. Теперь Йылдыз будет бороться не только за свою любовь, но и при поддержке Султан Ханем за укрепление своего положения в особняке. План Султан Ханем будет заключаться не в том, чтобы уничтожить Мелек окончательно, а в том, чтобы изолировать ее. Она постепенно оттолкнет от себя всех вокруг Мелек, заставив ее усомниться в своем месте в особняке. Йылдыз сумеет обратить эту ситуацию в свою пользу, попытавшись занять место Мелек, представив себя в глазах Серхата самоотверженной женщиной. Просьба Йылдыз к Акифу отослать Мелек не принесет желаемого результата. Акиф откажется, зная, что прикосновение к Мелек будет означать прикосновение к Серхату. Однако это предложение запечатлеется в глубине души Акифа, ведь для него отчуждение Мелек от Серхата станет способом завоевать Йылдыз.
Когда придет время, я сделаю так, как ты говоришь, но не сейчас, намекнет он на сомнительный будущий союз. Когда Мелек узнает, что Йылдыз хочет Серхата, она будет глубоко опустошена. Под этим опустошением одновременно будут расти гнев, ревность и отчаяние. Она захочет сказать Серхату все напрямую и услышать от него. Серхат, отвечая на полный слез взгляд Мелек, скажет: «Йылдыз, возможно, и хотела меня, но я отдал свое сердце лишь однажды, и это был ты». Хотя эти слова могут на мгновение согреть сердце Мелек, их будет недостаточно, чтобы погасить растущее подозрение. Мелек продолжит видеть противоречия в поведении Серхата к Йылдыз. С одной стороны, она захочет поверить Серхату, но с другой стороны, она почувствует, что ее сердце лжет ей. План избавиться от Мелек больше не будет пустым шепотом, он станет реальностью. Союз интересов Ашира и Йылдыз приведет к идее устранения Мелек. Однако, когда этот план будет реализован, инстинкт Серхата подскажет ему. Однажды ночью, выходя из особняка, Мелек замечает свет фар приближающейся машины. Он чувствует, что за ним следят, но не может остановиться. В этот самый момент Серхат уезжает, подрезает Мелек и спасает ее. Эта сцена станет моментом, когда Серхат решит защитить и свою совесть, и свою любовь. Теперь он будет противостоять любому, кто осмелится навредить Мелек, но цена будет высока. На этот раз Йылдыз поймет, что теряет все, и придет в ярость. Свадьба, на которой Серхат и Йылдыз будут вместе, станет поворотным моментом этой серии. Увидев эти образы, Мелек не может сдержаться. Она заявляет: «Я не твоя тень», и уходит из дома. Этот уход потрясет Серхата как эмоционально, так и духовно. Хотя причина, по которой Серхат приехал на свадьбу с Йылдыз, чисто стратегическая, Мелек об этом не узнает. Серхат будет там, чтобы отвлечь Зияна Агу и разгадать планы Ашира. Но для Мелек эта сцена станет моментом, когда доверие будет окончательно разрушено. Нападение, которое прикажет Зиян Ага, станет кульминацией эпизода. Зиян Ага совершит это нападение не только из мести, но и для установления нового порядка. Заявив: «Если эта свадьба состоится, Йылдураны возродятся. Я не могу этого допустить», он, не колеблясь, прольет кровь. Он отдаст приказ: кто бы там ни был, все они погибнут. В полночь по особняку разнесется эхо выстрелов. Все в панике разбегаются, когда Серхат пытается защитить Йылдыз, но она станет целью. Одна из пуль попадет в Серхата, и Йылдыз с криком упадет на землю. Все подумают, что он мертв, что род Йылдуранов оборвался. Однако Серхат не умрет, а возродится. Пуля не убьет его, она просто создаст другого Серхата. Йылдыз, веря, что Серхат мертв, будет гореть от глубокого сожаления. Для него это сожаление теперь обернется необратимой болью. Мелек же, напротив, испытает молчаливое падение, получив известие о смерти Серхата, но позже узнает, что Серхат жив. В этот момент в сердце Мелек расцветает надежда, но эта надежда уже никогда не будет прежней. Потому что Серхат больше не будет тем человеком, которого она знала, вместо сострадания в его глазах появится темная решимость. Он больше не будет просто господином, а человеком, познавшим предательство, любовь и смерть одновременно. Смерть Серхата станет важнейшим поворотным моментом в сериале. Больше не будет ясно, занимает ли он в своем сердце место Мелек или Йылдыз. Когда он смотрит на Йылдыз, в нем просыпаются не только сострадание, но и смешанные чувства. Желание и сожаление, гнев и сострадание будут сосуществовать в его глазах. Когда Мелек встретит этого нового Серхата, ей придется заново узнать его. Она обнаружит незнакомца, который заменил человека, которого она когда-то любила, но которого она не узнает. К концу эпизода порядок, установленный Зияном Агой, будет полностью разрушен, маска Ашира будет раскрыта, план Султан Ханем даст обратный эффект, и жизнь Мелек повернется совершенно в другом направлении. Серхату впервые предстоит по-настоящему сразиться со своей судьбой. Эта битва будет вестись не только ради любви, но и ради восстановления собственной личности. В этой серии Халев, зов корней, вовлечет зрителей в самую гущу эмоциональной, моральной и совестливой битвы. Ничто уже не будет прежним, ведь каждому придется столкнуться со своим прошлым, со своей тенью.
На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.